Галина Ивановна не любила праздники и выходные. В Рождество и новогоднюю ночь она в последние несколько лет была одна. Женщина налила чашку чая и села за пустой стол. С мужем давно развелась, а единственный сын, Андрей, погиб в Афганистане на чужой, никому не нужной войне. Родила Галина его рано, в 18 лет. Когда Андрей погиб, ему тоже было 18, совсем еще мальчишка. С тех пор прошло 10 лет. Поначалу было очень тяжело, мать никак не могла с этим смириться. По ночам ей снился сын, как будто она открывает дверь, а там Андрей стоит. Долго она еще вздрагивала от телефонных звонков и стуков в дверь. Жить не хотелось, только работа спасала, но воспоминания ее не отпускали. Женщина прошла в комнату, включила телевизор и села в кресло. Новогодние рекламы и поздравления мелькали на экране. Там все были счастливы. Мальчик, похожий на ее маленького Андрея, обнимал маму. По щеке женщины покатилась слеза. Проклятая война отняла у нее все — ребенка, счастье и радость. Не осталось ни желаний, ни надежд. А ведь ей всего 46 лет. Каждый Новый год был похож на предыдущий. Она по-прежнему делала традиционный салат оливье и селедку под шубой. Воздух наполнялся ароматом мандаринов. Так они вместе с сыном всегда встречали Новый год. Сердце сжалось, ей захотелось сейчас быть рядом с ним, неважно где на этом свете или на том. Галина Ивановна выключила телевизор, встала и выглянула в окно. Там снова шел снег. Необходимость посетить могилу сына подтолкнула ее одеться, положить в сумку мандарины, пару конфет и пойти на остановку. Она села в автобус и поехала на кладбище. Галина Ивановна брела по заснеженной аллее кладбища. Под ногами скрипел снег, могила Андрея была недалеко. На могилу женщина положила мандарины и конфеты. Смахнув со скамейки снег, она присела. Женщина смотрела на портрет на памятнике. Тело пришло в закрытом цинковом гробу, так что мертвым своего сына Галина Ивановна не видела. Андрей был в форме и улыбался, таким его все и помнили. «Вот, сынок, пришла к тебе», — тихо сказала мать. «Ты ведь так любил Новый год, принесла тебе твои любимые мандарины. Как же мне плохо без тебя, сынок, а ты лежишь тут совсем один. Хоть бы знак подал, что слышишь меня». Она опустила лицо и закрыла его ладонями. По щекам потекли горячие слезы. За спиной послышался странный звук, похожий на вздох. «Тетя, угостите конфеткой!» Послышался за спиной тихий детский голос. Она обернулась. Мальчик лет 6 стоял в снегу за оградкой. Рядом с ним сидел подросший щенок. Испуганные глаза мальчика смотрели на женщину. Было видно, что он весь продрог. «Иди сюда, малыш», — ласково позвала женщина. «Я бы угостила тебя, но с могилки брать нельзя, а больше конфет у меня с собой нет. А ты откуда здесь взялся?» «Меня собачка привела», — ответил мальчишка и погладил пса по голове. «Это твоя собака? Она такая красивая?» — спросила Галина Ивановна. «Нет, я ее встретил около магазина, и она позвала меня за собой. Вот и я пошел, а она привела меня к вам. Я подумал, что это ваша собака», — сказал мальчишка. Андрей когда-то тоже мечтал о собаке, но Галина Ивановна тогда была против, считала это хлопотным. Но сейчас взяла бы хоть 10 собак, лишь бы сын был жив. Песик увидел слезы на ее глазах, заскулил, подошел к женщине и уткнулся носом в ее ладони. Галина Ивановна погладила его, сердце щемило от жалости. «Тетя, мне кажется, что он бездомный, возьмите его себе, а то на улице так холодно», — попросил мальчик. «А где твой дом?» — спросила женщина. «Вон там». И мальчик показал в сторону маленьких деревянных домов. «Мама с дядей Степой пьяная спит. Дома кушать нечего, вот я и пошел к магазину.
Может, хоть хлебушка кто-нибудь даст?» — рассказал мальчик. «Господи, да как же так?» — удивилась Галина Ивановна. «Пойдешь ко мне в гости? У меня салат есть и конфеты с мандаринами, только маму твою предупредим». Мальчик закивал головой и спросил: «А собачку возьмем?» «Ну, конечно. Куда же мы теперь без нее? А зовут-то тебя как?» — спросила женщина. «Дрюня. Вообще-то полное имя Андрей, но мама зовет меня Дрюня», — сказал мальчик. Галина Ивановна чуть не потеряла сознание. Она не могла в это поверить. В их доме было холодно и пахло плесенью. Кругом были пустые бутылки и какие-то тряпки. На кровати лежали два тела, до которых минут 15 Галина Ивановна пыталась тщетно достучаться. «Они теперь до утра не проснутся», — сказал Андрей, крепко сжимая теплую ладонь женщины. «А мы им записку напишем», и Галина Ивановна достала с сумки блокнот и ручку. Написав на листке адрес и домашний телефон, она положила записку на стол. «Ну вот, теперь смело можно отправляться в гости», — сообщила она мальчику и его другу, песику. Щенок поднял на нее умные глаза и вильнул хвостом. Мальчик уплетал салат, пил чай с конфетами и весь вечер смотрел мультфильмы. Сытый песик лежал на новом шитом для него коврике. Прошла новогодняя ночь, а за мальчиком так никто и не пришел. Обеспокоенная женщина решила съездить к матери мальчика. Отвезти ребенка в холодный дом, чтобы он опять скитался и попрошайничал, она не могла. Подъехав к дому, она столкнулась с участковым. Оказалось, что ночью мать Андрея вместе с сожителем угорели в доме, рано закрыли заслонку в печи. Участковый сообщил, что видел записку и как раз собирался навестить женщину, которая забрала мальчика к себе. «Вы кто ему будете?» — поинтересовался полицейский, записывая паспортные данные. «Крестная мама», — не задумываясь, ответила Галина Ивановна. «Хорошо, пусть парнишка пока поживет у вас, потом с вами свяжутся», — сказал участковый. Как объяснить мальчику, что случилось с его мамой, Галина Ивановна не знала. Решила пока ничего не говорить. А пока она придумала историю, что мама срочно уехала, и попросила, чтобы Андрей пожил пока у нее. «Я тебе с песиком комнату отдельную приготовила. А как мы собаку назовем? А то он у нас все пес да пес», — спросила женщина. «Оливье», — уверенно сказал Андрей. Галина без особого труда оформила опеку над мальчиком, а потом и окончательно его усыновила. Сама женщина была на 7-м небе от счастья. Шло время. Мальчишка привязался к ней, к своей новой маме. Видимо, он без всяких слов и объяснений понял то, что случилось с его матерью. Он и не ждал ее. Такие дети очень быстро взрослеют. Прошел год. Галина Ивановна обернулась к могиле, когда уходила с кладбища. С портрета, улыбаясь, смотрел сын. «Спасибо, Андрей, за рождественский подарок», — произнесла она. «Теперь я точно знаю, что ты меня слышишь». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.